Привет всем! Сегодня у нас рассказ про котика Вилли в роли пограничника и будет 4-й альбом наших любимцев. Итак, вот он, наш пограничник. По возвращении из Вены на дачу в Каринтию он первым делом занялся осмотром территории, контролем, проверкой. Короче, котик ведет себя абсолютно правильно. Он насторожен, он ожидает всяких неожиданностей, поэтому надо убедиться, что все в порядке и что территория полностью под контролем. Вот видите, дождь, он своими роскошными штанами садится прямо на мокрую плитку. Ну ладно, не на землю. А бывает, он и на землю может сесть своими роскошными штанами. Потом приходится кого-то мыть. Ну вот, враги, он видит, вот это шпионы явные. Котик их не одобряет вообще. Вот, подготовка оружия. Затачивает свои сабли, чтобы встретить врагов во всеоружие. Вот, подошел, потерся и пошел на исследование территории. Вот эта граница слева у нас, она самая опасная. Вот туда движение в прошлом году было в обе стороны. То есть котик любил перейти границу, а также вернуться. А иногда и гости заходили. Поэтому мы, пока котик был в Вене, провели мероприятие по укреплению нашей границы слева. И вот котик сейчас будет ходить и недоумевать. Вот это траншея, следовая полоса. У нас дом приподнят. То есть там такая подушка из камней. Такая технология, как на автобанах. Очень интересно сделано. Вот эта траншея, вот этот ров, он не виден. Вот съемки, вы часто видите съемки нашего участка, вот это не видно. Но оно есть. И внутри мы поставили вот этот заборчик. Эту сетку мы поставили, потому что там через вот эту живую изгородь котик, конечно, бегал туда-сюда. А сейчас он ходит и недоумевает. Это как же так? Из чего вдруг замуровали? Ну, мы просто от греха подальше решили вот этот путь перекрыть. А он сейчас будет ходить, внимательно исследовать. И искать, где же папа с мамой, где же промахнулись, где же они упустили. Ну, как оказалось, мы действительно упустили. В один из первых дней он таки оказался на соседней территории, он перепрыгнул. Мы нашли место, где именно он перепрыгнул через ограду, укрепили, и теперь вроде как действительно перекрыто. А пока котик вот ходит и смотрит. Это у него какая-то новая реальность. Вот видите, вперед-назад. Ходит, не может поверить. Как же так? Смотрит на меня, как бы спрашивает. Вот, пробует на крепость. Головой нажимает. Он несколько раз это проделает. Будет головой нажимать. А нельзя ли это просто повалить или продавить? Или подкоп сделать, да, котик? Что у тебя там в голове? Какие у тебя там идеи? Вообще, огородить кота – это задача очень непростая. Вот котик вроде у нас такой в теле, вроде у него такой немножко вес лишний, но вот он из-за этого рва просто подпрыгнул и все. То есть он прыгучий, при этом абсолютно.
Да, он разочарован. Он понимает, что тут ему выбраться вряд ли удастся. Пойдет думать. Да, Котя? Хоть камеру к тебе приделай. Да, пробует на... Вот так, головой, давай, давай. Ну давай, толкай, сильней толкай. И это у меня на глазах видит, что я за ним наблюдаю. Ну ладно, пошел в гараж. В гараже у нас были мыши, про это видео на канале есть. Ну, с появлением Вилечки, с возвращением, мыши как-то сами испарились. То есть они решили с ним не связываться. Но он у нас не только мышеловец, он у нас еще и мышеядец, к нашему ужасу. Поэтому с ним связываться мышам действительно смысла нету. Ну вот он все нюхает, резину мою всю обнюхал. И пошел проверять правую сторону. Что у нас там справа? Вообще вот я за ним наблюдал, он, конечно, очень тщательно обследовал всю территорию. Методично, планомерно. Вот молодец котик, он чувствует свою ответственность как главного кота. Ну, поэтому все выполняет, что положено. Ну, тут же травкой перекусить. Он ест довольно много травы, потом отрыгивает. Ну, это у них так положено. Мы его в Вене, мы ему ставили просто в горшке специальная трава для кошек. Он ее ел тоже. В одном из видео есть вот этот фрагмент. Вот он смотрит. Но справа у нас более ровный, там рва такого нету, там все проще. То есть там просто стоит загородка такая, а вопрос решен с этой стороны. Ну, вот видите, вид на нашу деревню. Котик все осмотрел, понял, что вот такая диспозиция в этом году. И вот кот пьет воду, там лебедь со своими постоянными спутниками, сутками. Лебедь этот, наверное, будет у нас Кеша. Я про него сделаю рассказ скоро. Беседа с лебедем будет называться. Вот там утки ходят. И котик за ними наблюдает с неодобрением. Вот видите, и хвостом так помахивает. Ох, говорит, попались бы вы мне. Теперь наши любимцы. Раздел — это у нас 4-й альбом. Вот видите, какой красавец Марсель. Хозяйки Светланы Ивановой. Такой весь бархатный и глазки. А вот это его друг. У Марселя есть друг Мартин. Они живут вместе. Ну, я представляю, какие веселые игры они устраивают. Они оба такие очень симпатичные. А вот это у нас Бетти и Рэм. Хозяйку зовут Ангелина. Вот видите, котик с собачкой, как они дружно вообще мирно сосуществуют. То есть у них отличные отношения. Это та же самая Бетти, но в детстве. Ей совсем мало тут еще месяцев. А сейчас ей уже 15 лет. Вот смотрите, какие глазки. На лисичку похожи. А вот это у нас чемпион из Риги, кот Пир. Он участвует во всяких выставках, получает всякие медали. Ну, он такой гордый, красивый, осознает свою важность. А вот это его котятки. Вот это котята кота Пира. Вот, смотрите, какие у них ушки большие, кисточки. Они уже, наверное, нашли своих новых хозяев, своих дома. Но этого я не знаю. А вот это мне очень нравится. Это у нас котик Чуи. Его хозяин Энди. Вот смотрите, какая у него брутальная и в то же время симпатичная физиономия. Просто прелесть. А вот это он же отобрал, видимо, у хозяина пульт и сказал: ну, ты давай со мной играй, а не в видеоигры. А то я начну играть, но боюсь,
игра эта может плохо закончиться. А сейчас помним и любим. Это кошечка Пуша, наша Пушенька. На канале есть много видео про нее. Про ее веселые игры, про ее бесконечные подвиги. Но все это, к сожалению, в прошлом. Случился тромбоз, и сгорела наша Пушенька, как пушинка. Но мы ее помним, любим. Она живет в наших сердцах. И на канале появится раздел теперь «Помним и любим». В каждом альбоме будем кого-то вспоминать. Потому что вы присылаете мне фотографии своих любимцев, которые ушли за радугу. Это Алиса. Ее любит и помнит Людмила. А это Кэтя, которую любит и помнит Лена. А это котик Хантер, которого не может забыть Наталья Ларенкова. А это песик Рэм, о котором помнит Ангелина. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления. Скоро предстоит ряд новых видео, продолжение наших альбомов, видео про лебедя, про Кешу. Смотрите, присылайте фотографии любимцев и успехов вам!